Весьма мрачное, но завораживающее будущее нашего мира со всеми его недостатками экономики оставляет ожидать лучшего для морпеха по имени Джейк Салли. На инвалидной коляске он уже долгое время выживает на ветеранскую пенсию. Один из дней является для него переломным. К Джейку подходят два человека с весьма нехорошей новостью, которая касается смерти брата-близнеца. Во время кремации Джейку предлагают продолжить дело всей жизни его брата. Спустя 6 лет группа состоящих из ученых и солдат прилетают на Пандору. После инструктажа новоприбывшему поясняют, что он идеально подходит вместо Тома Салли, своего брата, и показывают лабораторию, где он видит искусственно выращенное тело аватара, состоящее из ДНК человека и жителя Пандоры. А чтобы Джейк мог им управлять как оператор, их нервные системы должны совпасть. Грейс Огустин, глава ученых, крайне недовольна, что Джейк без всякого опыта и знаний появляется в ее проекте. При первом же запуске, очнувшись в новом теле, Джейк всех пугает своим рвением. Он с легкостью адаптируется и выбегает из лаборатории. Джейк в полном восторге, осознавая, что снова может бегать и чувствовать землю под ногами. Пандора – красивая и уникальная планета со всеми ее обитателями и невероятной средой. Команда Грейс вместе с Джейком высаживаются в джунглях для того, чтобы взять некоторые образцы. Добравшись до места, Джейк случайно натыкается на хищного зверя, который набрасывается и настойчиво хочет схватить его, разрывая всю растительность на своем пути. Убегая, Джейк теряет все свое снаряжение и прыгает со скалы прямо в водоем водопада, а хищник не решается последовать за ним. С наступлением ночи становится еще опаснее находиться в джунглях. Джейк в спешке зажигает факел. При свете он видит, что уже окружен стаей собакоподобных животных. Вдруг они начинают нападать. Неожиданно на помощь приходит местная женщина, следившая за происходящим. Она помогает разогнать диких животных и в спешке тушит факел. Оказывается, что в джунглях еще красивее, чем днем, а свет дает сам лес. Джейк благодарит ее, но незнакомка воспринимает это за оскорбление, так как считает, что вина на нем за эти ненужные убийства. Увязавшись за ней, Джейк Салли просит ее взять с собой, но женщина дает ему понять, что он здесь чужак. Когда на тело Джейка садится целая куча священных душ, она меняет свое мнение, посчитав это за знак. На пути их встречают воины из племени. Теперь, как пленника Джейка ведут под огромное дерево, где живет племя Нави. Вождь клана выслушивает рассказ Найтири о произошедшем. Также к спору присоединяется духовный лидер Цахик. Вместе они решают, что Джейк останется у них и будет обучаться их обычаям, как воин. Очнувшись после приключений, Джейка хвалят за его успехи, а командующие дают ему 3 месяца для того, чтобы увести племя с их поселения, где находятся обширные залежи анаптаниума, либо будет применена сила. Сразу после начала обучения в племени команда ученых Грейс переезжает в мобильный блок, расположенный в горах Аллилуйя. Здесь Джейк, не доедая и не досыпая, постоянно находится в аватаре. Аватар активно изучает охоту, местный язык, а также их веру. Приходит время заполучить своего банши. Забравшись на парящую гору, вместе с Цутеем Джейк заходит в гнездовье экранов и выбирает себе зверя, а зверь его через поединок. Во время своих полетов Джейк видит впервые древо души племени Нави, охотится в команде на диких антилоп и быков, а также ускользает от огромного банши.
На церемонии Джейка полностью принимает в племени и посвящает в войны. Тем самым он заканчивает свое обучение. После празднования Джейк и Найтири уединяются в чаще деревьев, где они дают понять, что любят друг друга. Рано утром Найтири просыпается от работающего двигателя бульдозера. Он подъезжает все ближе. Деревья начинают падать рядом с телами. Найтири в этот момент пытается оттащить Джейка, который еще не в своем аватаре. А когда Джейк синхронизируется, он видит вокруг себя полный разгром. Забравшись на бульдозер, Джейк ломает камеры, и это, конечно, видит сам командир Майлз Коуридж. Посчитав это за дезертирство, он немедленно вылетает к мобильному пункту. Джейк тем временем хочет предупредить племя Нави об опасности. Не сказав и пару слов, его отключают от аватара и увозят на базу. Грейс вместе с Джейком пытаются отговорить командующих не бомбить деревню, но никто не воспринимает их всерьез. Остается последний шанс увести народ из деревни. Для этого Джейку в этот раз дают всего лишь 1 час. Рассказав о своей миссии народу Нави, его связывают за предательство. Пока это происходит, к дереву подлетает целый флот. Солдаты начинают бомбить деревню из всех орудий. Пошатнувшись, дерево падает с большим грохотом, забирая за собой множество жизней. А Джейк и Грейс отключают от сети и сажают под замок. Позже им помогает сбежать их же пилот. Как только они заводят двигатели, командир Майлз Коуридж начинает стрелять по самолету. Им удается улететь с базы, но в Грейс попадает одна из пуль. Долетев до мобильных блоков, они перевозят один из модулей ближе к древу души, для того, чтобы их было сложнее отследить. Джейк собирается вернуть доверие племени Нави. Взяв Банши, он разыскивает огромного Леоноптерикса и делает его своим. Прилетев туда, где собрался весь оставшийся народ, Джейк просит поддержку у Цутея, и так как Грейс умирает, он хочет обратиться к Эйви, богине Пандоры. Ее приносят к древу и кладут рядом с ее же аватаром, с надеждой, что дух Грейс будет жить в другом теле. После небольшого ритуала Грейс умирает. Тут же Джейк призывает народ Нави сражаться за свою свободу и за свой дом. Они собирают всех воинов вместе из 15 кланов для сражения над общим врагом. Целая армия людей направляется к древу с намерением взорвать божество племени. Также навстречу наступают кланы Пандоры, как по земле, так и по воздуху. Завязывается жестокая битва. Многие из племен погибают под натиском пуль и ракет. Им приходится отступать, но из чащ джунглей на помощь прибегает большое количество зверей. Джейк тем временем подрывает последний корабль, где находится командир Коуридж, который под взрывы двигателей эпично выбирается из корабля на своем роботе. На пути он встречает модуль, где находится Джейк. Сюда же спешит Найтири верхом на хищнике. Она нападает на безумного командира и стремится остановить его. Но боевые навыки Коуриджа и острая сталь разгоняют все надежды на победу. Тут появляется Джейк и переключает все внимание командира на себя. В бою Коуридж повреждает корпус модуля, и Джейк отключается. Воспользовавшись моментом, мстительный командир подставляет острое лезвие к горлу аватара, но Найтири меткими выстрелами останавливает его и не дает завершить начатое. Позже племена Пандоры спроваживают оставшихся людей с планеты, а Джейк Салли перерождается в новом теле, пройдя через глаз Эйвы. Аватар.